Айда тандыр разжигать. Сегодня будем коптить бараньи ребрышки. Об устройстве моего тандыра я рассказывал в недавней программе. А в сегодняшней программе я расскажу о его редких возможностях. Тандыр прогреть до 150 градусов. Больше не надо. Если накрыть тандыр крышкой, то, во-первых, пламя не вырывается из горловины. Во-вторых, он греется гораздо более эффективно. Пламя поработает внутри него, а дым выйдет через трубу. Для первых упражнений с тандыром нет лучше и проще продукта, чем хорошие бараньи ребрышки. Полюбуйтесь, с этой стороны умеренно жирненькие, барашек молоденький, потому что ребрышки тоненькие-тоненькие. Один из моих учителей по кулинарии так говорил: Аллах создал нам барашка для того, чтобы мы его съели. Что ты можешь добавить к барашку после Аллаха? Разве что щепотку соли. Вот это мы сейчас и сделаем. Со стороны хребта, со стороны ребрышек. Ну сколько прилипнет соли, столько и достаточно. Лишнее не прилипнет, не беспокойтесь. А вот с другой стороны, там, где барашек довольно жирный, что делать? Ведь сюда посыпай соль, не посыпай, но она просто скатится с жира, да и все. Да и кроме того, жир довольно медленно пропускает соль. Что же делать? Как же быть? Слушайте дядя Сталика. Дядя Сталик вас плохому не научит. Берете нож, острый нож, и начинаете надрезать. Мясо не режьте, прорезайте только жирок. Через каждые полсантиметра. А потом наискосок, чтобы сеточка на ребрышках получилась как бы ромбиком. И то же самое со второй половинкой. Вот теперь сюда соль не только прилипнет, она и внутрь, к мясу скорее дойдет. Да и жира чуть побольше вытопится, пока баран будет коптиться. Да-да, вы не ослышались, это будет практически горячее копчение бараньих ребрышек. Нанизываем бараньи ребрышки на шампуры. Знаете, чтобы это роскошное мясо не сползло по шампурам, снизу можно насадить картошку. Ох, и повезло же этой картошке. Весь жирок, все мясные соки достанутся именно картошке. Ну вот и все. Разве не красота? Пошли к тандыру. Тандыр топится уже часа 2, но на небольшом количестве дров, на углях. И тандыр нагрет всего лишь навсего до 150 градусов. Наверное, знатоки сейчас мне скажут: тандыр надо натопить, чтобы градусов 300-400. Нет, слушайте меня. Я старше вас, но я все равно слушаю тех, кто умеет готовить лучше меня. А я таких людей видел. Видел, например, на параде еды в Баку. Смотрю, идет женщина, несет таз на голове. Я так заглянул в этот таз. Ого! Там все такое, что я съел бы с удовольствием. Выглядит все очень красиво. Смотрю, эта же самая женщина несет второй таз. Снова поставила его на голову, идет красиво. Стройная такая женщина, хоть и зрелая. А потом пришел ее брат, большой специалист по приготовлению еды в тандыре из Ленкорани. В Ленкоране, на самом юге Азербайджана, готовят замечательные блюда в тандыре. И спрашиваю я его: Губат Муалим, дорогой, поделись секретом. Как же у тебя, что не курочка, то золото, а не курочка, что не рыбка, то золотая рыбка. Почему у тебя все такое красивое, все так равномерно пропечено? Он говорит: температуру большую не надо. Температуру не надо. 140, 150 градусов. И пусть постоит. Вот как работает хороший тандыр. Я перекладываю остатки угля и дров в поддувало. Удаляю их как можно дальше от ребрышек. Они еще будут выделять тепло очень долго, будут поддерживать тандыр в горячем состоянии. Более того,
Эти угли станут источником тепла, чтобы тлели и дымили брикеты и стружки. Да, мне необходим дым в тандыре. Но можно положить их, разумеется, на уголь. Они сгорят очень быстро, дадут черный невкусный дым. Я положу их этажом выше, на решеточку. Закрываем дверцы, прикрываем поддувало, но немного воздуха оставляем, чтобы ни уголь не потух, чтобы брикетом было из-за чего дымить. Но есть у меня еще одна решетка. Эта решетка будет тоже создавать дополнительное препятствие для инфракрасных лучей, которые идут от угля. Мне нужен только умеренный жар и дым. Все будет хорошо. Сколько времени, сколько минут должны простоять ребрышки, чтобы они получились идеально готовыми? Я не знаю, но это мне подскажет термометр. Я доведу температуру внутри ребрышек до 72 градусов. Это будет самое оно. Может быть, уйдет час, может быть, уйдет 2 часа. А какая разница? Куда торопиться? Мы сейчас тандыр обложим влажной тряпочкой, чтобы запах не терялся, чтобы дымок сладкий остался внутри тандыра и поработал вокруг ребрышек. И накрываем крышкой. Ох, крышка тоже горячая. Надо было перчатками брать. Надо аккуратнее. Все, пусть стоит. Ждем. Я вам потом всю правду скажу. Сколько минут коптятся ребрышки при температуре в тандыре 150 градусов. 72 градуса. Пора открывать. Пора посмотреть, как они там, ребрышки. О, какая красота! Но это еще не все. Погодите, ребрышки ждет еще одна операция. Вот в этих пиалах уникальный продукт. Это фруктовые упаренные пюре. Здесь слива, а здесь алыча. Если этим пюре смазать мясо, да еще раз поставить его в тандыр, то получится очень вкусно. В этих пюре нет ни грамма сахара. Они скорее кислые, чем кисло-сладкие. И это будет очень хорошо сочетаться со сладковатой ягнятиной. И с другой стороны, разумеется, и понесли обратно в тандыр еще минут на 15, чтобы эта смазка присохла к мясу, карамелизировалась. Ну а теперь накрываем и до победного конца, пока аппетит не придет. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре.
Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Прошло еще минут 20. Пахнет невероятно вкусно. Все. Терпеть невозможно. Я сейчас сам голодный в обморок упаду. Ох! О, какая красота! Чудесно! Пошли на стол, пошли к доске. Необходимо же еще и красиво разделать, красиво подать. Одним ножом здесь не обойтись. Здесь прикоснуться что ножом, что пальцами просто невозможно. Все под пальцами сразу разъезжается в разные стороны. Посмотрите, чудо, а не ломтик. Вот этот жирненький мне, хорошо? И сок бежит. Вот это жалко. Ой, как это жалко. И из жирненькой почечной части еще по 2 кусочка. Мясо простояло в тандыре 45 минут, а после того, как его помазали соусом, еще минут 20. И оказалось, что оно более чем готово. Ну а теперь картошечка печеная. Кто же откажется? Вот это вот я вам скажу. Ужин достойный настоящего мужчины. Приятного аппетита, молодые люди!